Одним из самых сложных решений, которое нужно принять ФРС в этом году, является повышение процентной ставки 3 мая. Во-первых, это связано с тем, что сейчас экономика США ходит по острию ножа и рискует упасть в глубокую рецессию, потому что доходность компаний и уровень ВВП падает. А во-вторых, инфляция по-прежнему остается на высоком уровне, что далеко от цели ФРС в 2%. Таким образом, Пауэллу необходимо снизить инфляцию так, чтобы не увеличить риски начала рецессии, которая может привести к печальным последствиям. Но несмотря на такие трудности ФРС, есть признаки того, что повышение 3 мая может стать последним повышением в этом году, после которого ФРС сделает паузу, чтобы в конце года наконец-то приступить к снижению. Данный сценарий может произойти, если ценовой индекс, который опубликуют завтра, укажет на снижение инфляции. И в таком случае мы сможем выдохнуть, ведь это действительно может закончить эру повышения ставок, которая длится на протяжении года. Снижение процентных ставок сделает кредитование более дешевым, из-за чего фондовый рынок и криптовалюта получат отличные условия для роста. Поэтому сегодня нам необходимо разобрать множество финансовых отчетов и показателей, на основе которых можно будет понять, что нас ожидает 3 мая. И дополнительно мы проведем теханализ биткоина, так как несмотря на жесткое падение, у него есть шансы на дальнейший рост. Так что смотрите видео до конца и вы узнаете, какая будет процентная ставка 3 мая, когда ФРС сделает первое понижение, почему Америке грозит жесткая рецессия и сможет ли биткоин вернуться на уровень $30 тысяч. Перед просмотром поддержите видео лайком, ведь благодаря вашей поддержке мы выпустили это видео значительно раньше. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Как мы с вами прекрасно знаем, на решение ФРС влияют различные факторы, такие как рост инфляции, уровень безработицы, а также экономическая активность. Вот поэтому ФРС очень внимательно будет следить за последними отчетами этого месяца, такими как ВВП США за первый квартал, который опубликовали сегодня, а также самый любимый отчет ФРС – базовый ценовой индекс в пятницу. И, собственно говоря, эти данные могут полностью изменить решение Пауэлла, как это было в феврале, после чего рынки полетели вниз. Поэтому пропускать их ни в коем случае не стоит. А чтобы вы не тратили время на поиск этих отчетов, найти вы их сможете у нас в телеграм-канале, где также есть большое количество актуальных новостей, которые мы публикуем 24/7. Тем не менее, есть и другие вещи, которые могут нам подсказать, как будет действовать ФРС 3 мая и в последующие месяцы этого года. Поэтому давайте их разберем. Как я уже сказал, встреча ФРС запланирована на 3 мая, и учитывая многочисленные выступления председателей Федеральной резервной системы в последней неделе, а также мнение многих аналитиков, ФРС должна повысить процентную ставку на 0,25%, как это было в прошлом месяце. Сейчас рынок оценивает 80% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, и такое повышение поднимет целевую ставку по федеральным фондам в диапазон от 5 до 5,25%, что соответствует текущим прогнозам ФРС. Таким образом, мы можем предположить, что ФРС откажется от дополнительного ужесточения политики после 3 мая, сигнализируя нам о том, что цикл ужесточения, возможно, подходит к концу и ставку повышать больше не будут. Но так ли это на самом деле? Данные СМИ Групп указывают лишь 14% вероятность того, что ФРС не решит повышать ставку в мае, и 65% вероятность того, что ФРС сможет снизить ставку, и 4,75% или ниже к концу 2023 года. Тем не менее, ФРС придется удерживать ставки на высоком уровне, что позволит им списывать со своих балансов до $60 миллиардов в казначейских облигациях и $35 миллиардов в ипотечных ценных бумагах каждый месяц. Сам баланс ФРС упал с рекордно высокого уровня $8,96 триллионов в мае 2022 года до примерно $8,6 триллионов, но он по-прежнему более чем вдвое превышает уровень до пандемии в размере $4,15 триллионов. Отталкиваясь от основных показателей, которые интересуют ФРС, а именно уровень инфляции, то, к счастью, все повышения процентных ставок, похоже, оказывают реальное влияние на инфляцию, ведь ИПЦ вырос на 5% в годовом исчислении в марте, что является значительным снижением по сравнению с его годовым ростом на 6% в феврале. А базовый ИПЦ, который не включает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Хоть у ФРС еще есть над чем работать, но они уже скорректировали свой прогноз на 2023 год для базового ценового индекса, который является важнейшим показателем инфляции. И теперь экономисты ФРС считают, что базовый ценовой
индекс вырастет на 3,6% в 2023 и только на 2,6% в 2024 году по мере снижения инфляции. И в целом, если посмотреть на график ИПЦ и ценового индекса, можно обратить внимание, как с повышением процентных ставок инфляция падает. Поэтому если 28 апреля в пятницу ценовой индекс укажет на еще одно падение, этого может хватить, чтобы ФРС 3 мая повысила ставку, а после этого сделала паузу до конца лета, чтобы потом начать снижать ставки. И такой оптимистичный сценарий, конечно же, положительно повлияет на фондовый рынок и криптовалюту. Но еще очень важно будет услышать комментарии Пауэлла, ведь после повышения процентной ставки 22 мая биткоин упал на 7%. Но после положительных слов, что ФРС движется в правильном направлении, сразу же восстановился, из-за чего тогда участники нашей подписки Coin22 Pro заработали от 20% на падении монеты Gala, а также из-за активных скачков криптовалюты в последнюю неделю участники Pro заработали от 15% на падении монеты Uniswap, от 20% на коррекции ADA, от 30% на росте Ripple, и таким простым образом зарабатывать может каждый из вас. Подписка Pro работает уже более полугода, и за это время команда аналитиков Coin22 каждый день продолжает предоставлять профессиональную и прибыльную аналитику рынка криптовалюты. А если ты новичок и у тебя есть желание начать зарабатывать на крипте, мы предоставим для тебя пошаговое обучение абсолютно с нуля. В ближайшую неделю рынок крипты будет очень волатильным из-за ценового индекса, а также ставок ФРС. И это лучшее время, чтобы начать зарабатывать. Поэтому не упускай такую возможность, а присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании и получи свою первую прибыль уже сегодня. Помимо инфляции, ФРС также обновила свои долгосрочные экономические прогнозы США, которые отражают потенциальное замедление экономики. Прогноз ВВП на 2023 год упал с плюс 0,5% до плюс 0,4%, а прогноз ВВП на 2024 год с 1,6% до 1,2%. Такое снижение безусловно устраивает ФРС, потому что слабая экономика помогает снизить инфляцию, но при этом есть высокие риски загнать экономику в рецессию, с которой потом очень сложно будет выбираться. Вопрос рецессии сейчас актуален как никогда, ведь многие аналитики считают, что у ФРС не получится удерживать ставки на высоком уровне и при этом не вредить экономике. Но пока нет прямых признаков того, что экономика США движется к рецессии. Перевернутая кривая доходности казначейских облигаций США, спад корпоративных доходов и охлаждение на рынке жилья – все это было названо причинами опасения экономического спада. Но, к счастью, последние данные о занятости показывают, что рынок труда остается устойчивым, и это может перекрыть другие факторы. 7 апреля Министерство труда США сообщило, что в марте в экономике было создано 236 тысяч рабочих мест, что не оправдало ожиданий, а уровень безработицы оставался стабильным на уровне 3,5%. В любом случае ФРС будет поддерживать свой темп количественного ужесточения до тех пор, пока экономика не продемонстрирует безошибочные признаки вхождения в рецессию, или рынки краткосрочного финансирования не покажут напряженную картину, подобную той, которая была в сентябре 2019 года, но при этом загонять экономику в рецессию они не будут. Большинство чиновников ФРС устраивает целевой диапазон от 5 до 5,25% на конец этого года, и мы предполагаем, что после майской встречи Пауэлл сделает паузу, чтобы оценить влияние прошлого ужесточения, а также оценить условия кредитования в результате недавнего стресса в банковской системе. И если данные по экономической активности, рынку труда и инфляции, которые будут доступны во время заседания 14 июня, устроит ФРС, то им не придется повышать ставку выше, чем 5,25%. Вероятно, к осени признаки надвигающейся рецессии будут очевидны, но мы подозреваем, что ФРС воздержится от немедленного снижения ставок, потому что инфляция, вероятно, еще будет значительно выше, чем 2%. Тем не менее, давление инфляции уменьшается, поскольку спад экономической активности набирает обороты в конце этого года. Поэтому мы ожидаем, что ставки начнут снижать в конце 2023 и прогнозируем, что цикл смягчения остается в силе аж до 2024 года. Как это отразится на крипте, спросите вы? Ну, все будет зависеть от биткоина, поэтому давайте посмотрим, что происходит с его ценой после 10% падения. После нашего прошлого ролика, как мы и говорили, биткоин пошел по более положительному сценарию, а именно он нашел поддержку выше 27 тысяч, где он торгуется на протяжении недели. Для нас такое движение не является какой-то новинкой, ведь здесь он торговался практически месяц, прежде чем подняться до 30 тысяч. Но глядя на вот эти небольшие свечи, можно понять, что волатильность на рынке очень
очень низкая, ведь нет никакого катализатора ни для роста, ни для падения. Но то, что биткоин нашел себе поддержку, это уже хорошо. Поэтому давайте разберем, куда он будет двигаться дальше, учитывая, что завтра нас ожидает ценовой индекс и процентная ставка на следующей неделе. Сейчас биткоин находится на восходящем тренде с 10 марта, и данный тренд остается неизменным, пока цена будет торговаться выше минимума 26 марта на уровне 27 320 долларов. Если применить волновую теорию Эллиота, то вполне вероятно, что коррекция от максимума 14 апреля на уровне 31 тысячи уже завершена. Поэтому возможно, что биткоин может начать следующую импульсную волну, которая будет двигаться вверх на более высоком таймфрейме. Для подтверждения следующей волны нам следует дождаться разворотного паттерна. Например, на 4-часовом графике было несколько вот таких молотов, но ни один из них не начал сильного движения вверх. А между 22 и 24 апреля на RSI наблюдается бычье расхождение, что указывает на дальнейший потенциал роста биткоина, несмотря на недавний откат. В идеале для подтверждения восходящего движения нам необходимо увидеть разворотную свечу и широкий прорыв выше пика 24 апреля на уровне 27 998 долларов. И мы его увидели вчера, когда биткоин пробил 28 тысяч. Такой резкий рост произошел из-за того, что в США снова нарастают опасения по поводу банковского кризиса. Ведь акции крупнейшего банка First Republic Bank вчера упали на 50%. Вот поэтому инвесторы и стали активнее покупать крипту. Тем не менее, минимумы 18 апреля на уровне 29 240 долларов нам еще предстоит пробить. А ключевым признаком того, что биткоин находится на восходящей волне, будет пробой выше максимума на уровне 31 тысячи долларов. Поскольку вот эта волна является самой сильно импульсной волной из всех, которые мы видим на графике, наша цель будет выше, чем вот эта волна и вот эта, что означает рост выше 30% с текущего уровня до 38 400 долларов. Но это возможно при условиях, если консолидация не будет усугубляться дополнительным снижением и завтрашний ценовой индекс покажет падение инфляции. Если же этого не произойдет, у нас могут быть большие проблемы, ведь пробой минимума 26 марта на уровне 27 330 долларов может резко отправить биткоин до следующей поддержки на уровне 26 540 долларов. И если поддержки на этом уровне мы не получим, то падение до 25 тысяч и ниже будет гарантировано. Сегодня я не просто так несколько раз вспоминал про завтрашний ценовой индекс, ведь если он будет выше прогнозов и выше показателя прошлого месяца, то будет понятно, что инфляция пока отступать не собирается, а значит никакой паузы после майского заседания ФРС не будет, из-за чего высокие ставки могут оставаться до конца этого и начала следующего года, что в свою очередь вытащит всю ликвидность не только с фондового, но и с крипторынка тоже. Тем не менее, все будет зависеть от показателей ценового индекса, поэтому если вы желаете заранее знать, куда будет двигаться рынок, а также результаты всех важных отчетов, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Дополнительно, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик и в комментариях поделитесь вашим мнением касательно ставок ФРС, а также цены биткоина. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца, желаю вам удачи, до скорых встреч.